Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В этом видео я вяжу популярную модель сумки Tote. Простую и лаконичную. Прекрасно впишется в гардероб любой модницы. Я использую трикотажную пряжу, но по ходу видео озвучиваю и показываю все мелочи. Рядность, количество петель, размер изделия в сантиметрах, для того, чтобы вы легко могли сориентироваться и изготовить сумочку из шнура, джута или даже рафии. Видеоурок подробный и понятный подойдет даже для новичка. У меня пряжа бисквит, цвет ваниль. Точный расход нити оставляю в описании под этим роликом. Крючок номер 6. И приготовила круглые ручки плоской формы из березовой фанеры высшего качества. Они обработаны премиальным маслом воском. Их натуральный тон отлично подойдет для пряжи как холодных, так и теплых оттенков. Размер моих ручек по внешнему краю 15 сантиметров, по внутреннему 11. Толщина плоской части 2 сантиметра и толщина ручек 6 миллиметров. С правильно подобранной фурнитурой готовое изделие выглядит дороже и имеет более завершенный вид. Заказать можно с бесплатной доставкой по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Для того, чтобы нить ровно и аккуратно поступала в полотно, петли получались одна к одной, моток пряжи я подматываю на опоре. Часто это касается только трикотажной пряжи, но если нить объемная и плоская, то советую вам делать точно так же. Далее ниточку можно немножко потянуть, совсем чуть-чуть, для того, чтобы она не была залежалая, как вот только что из мотка. Так по ходу вязания буду делать несколько раз в тот момент, когда заканчивается подмотанная нить. Далее оставляю небольшой запас нити, накидываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю нить и формирую первую петлю. Готово. Далее мне потребуется цепочка из 15 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 15. На этом этапе размер моей цепочки 17 сантиметров. Далее буду провязывать первый ряд в заднюю перемычку. Это одна нить позади косы из воздушных петель. Первую точку пропускаю, она переходит на петлю подъема. Во вторую петлю ввожу крючок, подхватываю нить. Подача нити имеет значение. Нить на пальце всегда скруткой, швом нити вверх. Для того, чтобы провязанные столбики были аккуратные и этот шов был внутри. Столбик без накида. Первый, далее второй. И так до конца ряда. Последний столбик будет в последнюю точку. В этом ряду 14 столбиков. В 14-ю точку я вставляю крючок. Здесь узелок начала ряда, его распускаю и нить просто подтягиваю, чтобы не было уплотнения. В эту точку, в последнюю, мне нужно провязать сразу 4 столбика. Эти 4 столбика сформируют поворот. Второй, третий, четвертый. И я перешла на другую сторону. Подтягиваю нить для того, чтобы не было отверстия по полотну. Эту нить сейчас ввязываю в полотно для того, чтобы ее увести и отрезать. Подача нити. Следующая точка противоположная от того ряда, который мы вязали до поворота. Крючок вставляю в обе дужки кромочной косы. Провязываю столбик без накида.
так до следующего поворота провязываю столбики без накида в каждую точку за обе дужки кромочной косы. Получится 13 столбиков. 14 точка — это тоже точка поворота. Вставляю крючок за обе дужки. Петля подъема прошлого ряда, и в эту точку провязываю 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Далее вязать буду без соединения рядов, поэтому вставляю крючок на новый ряд за обе дужки кромочной косы и провязываю столбик без накида. Здесь важно, я буду вязать столбики без накида за обе дужки на протяжении всего изделия. Узор полотна — изнаночная часть моей заготовки, поэтому уже с этого момента можно следить, как ложатся петли по той изнаночной стороне. Слежу за подачей нити, вставляю крючок за обе дужки, вытягиваю высоту столбика и очень компактно вытягиваю размер петли, которая формирует кромку следующего ряда, чтобы по полотну не было лишних отверстий. Итак, размер столбика достаточный на уровень этой петли. А сам столбик провязываю очень компактно, не вытягиваю кромочную петлю, закладывая достаточно компактно и мелко ее на следующий ряд, потому что, провязывая в эти точки столбики, эти петли еще растянутся и по полотну будут нежелательные отверстия. Сумочка, чтобы не светилась, делаю именно так. Сейчас вяжу до следующего поворота. Далее на повороте 4 петли. 1, 2, 3, 4. В каждую из них я провяжу 2 столбика. Каждый раз на повороте необходимо делать 4 добавления. Первый, второй в первую петлю. Далее за обе дужки первый, второй сюда же, третья петля, первый столбик, второй столбик, и четвертая петля то же самое, первый, второй. Таким образом из 4 петель получаю 8. Далее до следующего поворота слежу за подачей нити и провязываю очень компактно кромочную косу на следующий ряд. На следующем повороте я пока не отрезаю нить, чтобы понимать, где у меня начало, конец ряда. То есть здесь ряд заканчивается. В каждую точку поворота провязываю по 2 столбика. Таких точек у меня 4. Вторая, третья и последняя точка поворота. Здесь продолжаю без соединения рядов, то есть каждый раз перехожу на новый ряд незаметно по спирали. Сейчас на этом повороте добавление сделаю также в 4 точках. Можно сделать над добавками прошлого ряда, то есть здесь, здесь, здесь и здесь. 4 по 2. С этой стороны то же самое. Вяжу еще один ряд. У меня провязано 3 ряда. Это лицо моего вязания, это лицо моего изделия. В каждом следующем ряду расстояние между добавлениями будет увеличиваться. В 3-м ряду была одна одиночная
между добавлениями. В этом ряду будут 2 одиночные, но с этого ряда уже буду делать добавления не в тех точках, где были добавления прошлого ряда. Иначе мой овал приобретет угловатость. Вяжу до поворота и там определяю, куда провязываю по 2 столбика. Первый поворот 4-го ряда. Еще раз, добавление прошлого ряда хорошо видно, они как галочки, то есть 2 из одной точки. 1, 2, 3, 4. Здесь тоже нужно 4 добавления, но не в точку над добавлением прошлого ряда. Провязываю чуть раньше. Вот она добавка, в точку чуть раньше провязываю 2 столбика. И от этой точки провязываю следующие добавления. То есть в этом ряду у меня 2 одиночные, 1, 2 и снова добавление в точку предыдущую от добавления прошлого ряда. То есть 2 столбика в одну точку. Готова вторая добавка. Снова 1 петля, 2 и в следующую точку 2 петли из одной точки. Это третье добавление поворота. И последнее через 2 столбика одиночных, то есть в одну точку 1 столбик, и снова добавка приходится на точку перед добавкой прошлого ряда. Так равномерно я повернула в 4-м ряду. Соответственно, с этой стороны делаю то же самое. Сейчас я вяжу уже 5-й ряд донышка. Это первый поворот 5-го ряда. Добавление прошлого ряда, но если я буду, как в прошлом ряду, делать немножко раньше, добавления по повороту у меня немножко съедут на стенку изделия. Поэтому я провязываю столбик в добавление прошлого ряда и делаю добавку с левой стороны добавления прошлого ряда. Это первое добавление поворота. 1, 2 петля в эту точку. Итак, перехожу на поворот. В этом ряду уже будет не 2 одинарные петли, а 3 между добавлениями, так как мое изделие растет. 1, 2, 3 петля приходится между добавлениями прошлого ряда и снова добавка слева от добавки прошлого ряда. Готово. Первое, второе добавление. Снова 1, 2, 3 петля и снова добавление. 3 на этом повороте. И последняя добавка через 3 одиночные петли. Приходится на точку слева от добавки прошлого ряда. Можно контролировать себя, подсчитывая петли между добавлениями и проверяя количество добавлений по повороту. Так завершаю 5-й ряд. Сейчас у меня провязано 5 полных рядов донышка. Это лицевая часть изделия. Это лицевая часть вязания. Размер донышка на этом этапе 27 сантиметров по длинному краю и 12 сантиметров по короткому краю. На ваше усмотрение количество рядов может быть больше. Сейчас в круг у меня 66 столбиков. Я продолжаю навязывать рядность
без добавлений. Каждый ряд состоит из 66 столбиков, ни больше, ни меньше. На 10-м ряду стенок у меня закончился первый моток пряжи. Но так как изнанка вязаного полотна служит лицом изделия, мне нужно как можно более незаметно соединить одну нить с другой. Для этого я буду использовать двусторонний скотч, но не совсем обычный. Внутри он имеет армированное полотно. Отрезаю необходимый кусок и проклеиваю по расправленной трикотажной нити. Лишнее также удаляю. Далее подготавливаю новый моток нити, расправляя его. Удаляю клеевую часть. Готово. Получилось крепко и надежно. Теперь, продолжая вязать столбики, мне необходимо спрятать срез нити в толщу вязания. Готово. И следующий столбик слежу за подачей нити. Продолжаю вязать необходимую глубину изделия. Сейчас у меня заканчивается 17 ряд. Ориентируюсь я на точку начала. Здесь ровно по краю наметила маркерами равноудаленные точки, исходя из того, что в круг у меня 66 петель, по 33 петли с одной и с другой стороны. Теперь переворачиваю вязание так, чтобы перейти на обвязку края. Увожу рабочую нить наизнанку изделия, вставляю крючок в следующую точку, она же боковая маркированная, и провязываю соединительную петлю. Далее еще одна. Так мне нужно вязать петли до момента, где я пришиваю ручки к своей сумке. Далее я уже наметила точки, куда закрепятся ручки. Они равно удалены по боковой части и находятся друг против друга. Здесь, не довязывая до маркера одну точку, я вытягиваю петлю больше обычного, для того, чтобы хватило длины пропустить одну точку и вставить в маркированную. Удаляю маркер, прикладываю ручку. Хорошенько натягиваю петлю и продолжаю провязывать соединительные до следующего маркера. Такой способ, как самостоятельное крепление, отлично подойдет, если сумочка небольшого размера и достаточно легкая. Так как наша сумочка среднего размера, мы дополнительно еще закрепим ручку у основания. Здесь я подхожу к следующей точке. И также удаляю маркер. Провязываю последнюю соединительную в эту точку, вытягиваю нить немного больше обычного, пропускаю одну точку и в следующую провязываю соединительную. Вот что у меня получается на данном этапе. Продолжаю до завершения ряда обвязки.
У меня остается последняя точка обвязки. Я отрезала нить с небольшим запасом, вытягиваю край, ввожу нить в последнюю точку и возвращаю в исходную. Прячу ее на изнанке. Моя сумочка готова, стильная и функциональная. Еще раз повторюсь, крепление ручки на ваше усмотрение. Этот вариант легкий и непринужденный и делает акцент на ручку изделия. Такой вариант более крепкий и надежный. У основания я закрепила 2 стежками и спрятала нить по изнанке. Выбор за вами. Размер изделия по верху 33 сантиметра. Донышко 28 на 12 сантиметров. Высота стенок, глубина изделия 19-20 сантиметров. Вместительная и очень компактная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!